В Японии есть много необычных вещей, которые не найти в других странах, начиная от традиционного ремесла и заканчивая необычными современными изобретениями. Всем привет, с вами Тори-чан, и сегодня я покажу вам 10 японских вещей, которые стоит приобрести. А если вы не планировали поездку в Японию или только вернулись, на сайте Melon Panda, который является спонсором сегодняшнего видео, можно приобрести вещи прямиком из Японии, но об этом чуть позже. Поехали! Первая категория – это японские приправы. Думаю, многие знают соевый соус и васаби, но кроме этого есть много разных приправ с уникальными вкусами, которые можно использовать не только для японской кухни. И самое классное, они стоят недорого, и их можно купить в любом магазине. В местных супермаркетах огромный выбор соевых соусов для готовки, для суши и сашими, с рыбным бульоном даши и даже сладкие. Это целый отдел с соусами для якинику, жареного мяса. Можно такие соусы использовать для бургеров, стейков, котлет, чего угодно. И советую вот этот соус, они, конечно, все вкусные. Японские заправки для салата тоже очень вкусные, огромнейший выбор, как видите. Думаю, некоторые знают японский азиатский салат чука. В Японии такого не существует, но тот соус ореховый, который используют для того салата, который за границей часто бывает в суши-ресторанах, это именно кунжутный вот такой вот соус, не ореховый. Вот так выглядит даши. Это гранулы рыбного супа на основе тунца кацо, что-то вроде куриных кубиков, только на основе рыбы. И такая приправа используется почти в любой японской кухне, начиная от мисо-супа и заканчивая разными блюдами, как тот же рамен. Поэтому, если хотите дома готовить как в Японии, по вкусу, чтобы было, советую купить. И, конечно же, карри. Думаю, многие знают это блюдо. Родом не из Японии, а Индии изначально, скорее всего. Но японцы переделали карри под свои вкусы. И сейчас это одно из самых популярных домашних блюд здесь. Поэтому это все, это приправы для карри. Не волнуйтесь, если вы не едите острое, на упаковке всегда написан уровень остроты. Это, например, очень острое карри, 6 из 6. Но бывает и сладкое карри, которое могут даже маленькие дети есть. Например, вот это 1 из 5 уровень. Мне также очень нравятся вот такие вот посыпки для риса. Они называются фурикаке. Чтобы не уставать от простого белого риса, часто их посыпают разными вот такими посыпками, сделанными из водорослей, рыбы, креветок, мяса и так далее. Я лично очень люблю с использованием васаби такие посыпки. Они немного остренькие. Вот такую посыпку очень любят японские дети. Это норитама, водоросли нори и яйцо. Очень вкусная посыпка с лососем. Здесь тоже нори в составе водорослей. Поэтому, если вы не любите водоросли нори, вам, наверное, такое не подходит. Но если вы, как и я, любите водоросли, советую. Второе – это японские детали интерьера. Конечно, японский стол или диван с собой за границу не утащить, но, например, вот эту лампу я купила в местном маленьком мебельном магазине, и ее вручную изготавливает японский дизайнер-архитектор из местного дерева и рисовой бумаги. И мне кажется, она смотрится очень лаконично и подошла бы в любой интерьер, не только японский. Например, смотрите, какой милый локальный маленький магазинчик с мебелью и разными деталями интерьера. Эти стулья смотрятся великолепно, и такие они типично японские. Еще одна деталь японского интерьера, которую можно взять с собой, это какеджику – свитки с рисунками сезонных цветов или стихами. Они могут стоить от $50 и даже дешевле, если искать в магазинах. Третье – это японская косметика. В отличие от корейских брендов, японские фирмы не настолько хороши в брендинге, но исследовательские лаборатории здесь одни из самых лучших в мире. Самые известные – это Hada Labo, Shiseido, DHC, но кроме этого здесь есть также много других брендов косметики. В японских аптеках и магазинах огромное разнообразие косметики, поэтому выбрать что-то довольно трудно, тем более если вы, как и я, не разбираетесь в составах. Но недавно я нашла свою косметику, проконсультировавшись с Ингой, экспертом на сайте Melon Panda, которая живет уже 17 лет в Японии и помогает подобрать подходящий именно под ваши запросы уход. Через камеру, конечно, непонятно, но у меня очень сухая кожа, из-за чего формируются микроморщинки, раздражения, и также в последнее время впадают щеки. Поэтому это были мои главные запросы. Тот крем, да, который я вам порекомендовала, вот он. Это очень интересное инновационное средство, выглядит очень простенько. Ничего не понятно абсолютно по упаковке, по названию, но за ним стоит очень интересное исследование. Значит, вот этот вот экстракт цветочков, арники, которые издавна используются вообще везде по миру, и в том числе в народной медицине в Японии.
Недавно, в 22-м, по-моему, году выяснили, что этот клеточный экстракт способен повлиять на качество жировых клеток, именно вот нашей подкожной жировой клетчатки. Он их как-то перераспределяет и способствует тому, чтобы они не уменьшались и не усыхали с возрастом. Вот такую косметику мне Инга посоветовала, и я уже какое-то время ей пользуюсь. Мне нравится, я бы сама не смогла подобрать, даже зная японский язык. На сайте Melon Panda можно заказать японскую косметику с доставкой напрямую из Японии, которые вам помогут подобрать профессионала своего дела. Даже косметику, которая используется в салонном уходе и в обычных магазинах, не найти. А по промокоду TORI10 действует скидка 10%. Все подробности в описании этого видео. Кликайте. Из японской косметики мне сейчас также нравится вот такая сыворотка со спикулами, приятно покалывает кожу и хорошо увлажняет, а также вот такой крем для глаз с насадкой-массажером для ухода за зоной вокруг глаз и губ. Вначале я подумала, что вибрирующий крем для глаз это немножко перебор и в чем прикол вообще, но оказалось, что это очень удобная вещь. Получается, что вы делаете, да, понятно, как микромассаж, но также сам крем проще распределяется. Четвертое. Винтажные книги. В Токио есть целый книжный квартал под названием Джимбочо, где находится более 100 книжных магазинов. Говорят, что в эпоху Мэйджи, это примерно 1900-е годы, там построили несколько больших школ, после чего один за другим начали появляться книжные магазины для студентов. Это считается местом самой большой концентрации книжных магазинов в Японии, где даже в наше время можно найти книги эпохи Мэйджи или Эдо. Кроме района Джимбочо в центре Токио, такие магазины есть по всей Японии, включая Фукуоку. Например, недавно я нашла вот такой магазин старых книг в центре города. Тут можно найти кулинарные и исторические книги, старые тетради художников и поэтов, ретро-журналы и тому подобное. Такие книги даже я не уверена, что смогла бы прочитать, поскольку часто они написаны от руки на древнем японском языке. Но это может быть уникальный подарок из Японии и также часть интерьера, поскольку часто они сделаны с очень красивой обложкой и иллюстрациями в японском стиле укиё-э. И стоимость таких книг может быть от бесплатно и до нескольких десятков тысяч йен, $100-200. В одном из магазинов со старыми книгами Фукуоки я нашла вот такой вот журнал. Это журнал 1923 года, оригинал. Получается, что ему более чем 100 лет. Посмотрите. И потом я уже почитала в интернете, что, оказывается, этот журнал The International Graphic — это был первый в Японии интернациональный журнал, который начали печатать в 1922 году. И японские журналисты того времени ездили за границу и фотографировали жизнь людей в других странах. И здесь очень много таких вот вещей написано, которые в наше время уже особо нормальными не считаются, но тогда это было совершенно приемлемо. Много разных вот таких вот картинок, манго, некоторые вещи вот так вот приклеены вручную, посмотрите, картина. Или, например, вот эта страница. В наше время журналы, мне кажется, такие уже не делают, разворачивающиеся. Сзади это реклама черного чая, что для Японии тоже был привозной деликатес. И статья, которая привлекла мое внимание, очень необычная для нашего современного общества, наверное. Вот такая черно-белая фотография и подписано: в Америке, в Нью-Йорке женщины низших слоев вынуждены работать и поэтому отдают своих детей в так называемые детские садики. То есть для Японии 1923 года детские садики и работающие женщины — это было что-то дикое. И здесь много таких вот статей, которые сейчас читаешь и понимаешь, насколько жизнь поменялась за 100 лет. Пятое. Японская канцелярия. В Токио находится мой самый любимый магазин с канцелярией, который я часто посещала, когда была студентом, под названием Секайдо. Это 8 этажей счастья для любителей блокнотиков, карандашей и художников. Кроме этого, по всей Японии есть сети магазинов под названием Loft и Tokyo Hands, где можно найти большой выбор красок, кистей, декоративной рисовой бумаги и так далее. Вот это все, это специальные такие сухие пигменты, которые разводят и используют как обычную краску для японского традиционного искусства. Только посмотрите, как много их. Даже есть вот такие наборы, мне кажется, очень хорошо для начинающих, где уже есть рисунок в японском стиле и краски, которые используются для именно этого узора. И дальше вы вот так вот их можете сами расписать. Вот это японские традиционные цветные чернила в таких вот коробочках. Я тоже иногда ими пользуюсь. Очень прикольная вещь.
берут такие, как палочки цветные, и растирают на вот таком специальном камне. В таких магазинах с канцелярией можно найти уникальные вещи, о существовании которых до этого вы могли не знать, но теперь вам это срочно нужно. Подставка для руки, когда вы пользуетесь мышкой в виде котика мягкого. Мне это нужно. А это коврики для мышки и тоже вот такие вот подставки для руки, чтобы рука не уставала, когда мышкой пользуетесь. Можно писать мемо на попке собачек или кошечек, по вашему желанию. Кролики тоже есть. Насадки на палец, чтобы переворачивать бумагу. Шестое. Японские уникальные сладости и чаи. У многих японских свежих сладостей, как дайфуку-мочи и таяки, короткий срок годности, поэтому не все можно забрать с собой, но японские сухие вкусняшки и шоколад тоже не проигрывают. Даже в обычном супермаркете можно найти вот такие наборы традиционных сладостей для чаепития, мини-мочи с разными вкусами, киткат с матча с шоколадом, но мои лично любимые сладости это вот такое печенье аруфото, его обязательно мои японские друзья покупают для посиделок за чаем, а также вот такие хрустящие вафли в шоколаде. Бурбон – это одна из самых старых компаний сладостей в Японии, и хоть эти сладости традиционными не выглядят, попробуйте, не пожалеете. Также советую попробовать гуми, японские жевательные конфеты-желейки. Вот это мои любимые, они по вкусу и текстуре точно как мускатный виноград. А вот эти сладкие, виноградные, но с кислой посыпкой, немного похожи на кисло-сладкие конфеты из детства. Не только сладости, соленые закуски японцы тоже обожают. Соленые крекеры тут называют сэмбе. Вот это мои самые любимые, хрустящие рисовые сэмбе со вкусом соевого соуса и немного сладкие. Также не стоит недооценивать японские чипсы. Вот эти великолепные. Они тонкие, твердые и очень хрустящие, а вкус не перегружен солью или черным перцем. Вот эти крекеры я всегда беру для вечера с вином. Они совмещают в себе все самое лучшее. Крекер сэмбе со вкусом соевого соуса, сверху сырный крем и миндаль. Что может быть лучше? Единственное, даже у таких сладостей из магазина не очень длинный срок годности, а всего лишь несколько месяцев бывает, поэтому это тоже нужно проверять. И обычно в Японии срок годности пишут слева направо, в начале год, потом месяц и дальше день. Чаи мы тоже часто покупаем в обычных супермаркетах, там они стоят дешевле, чем в специализированных магазинах и по вкусу не хуже. Чай продается как листовой, так и в пакетиках. Мы любим брать листовой обжаренный чай хоуджича или геммайча, зеленый чай с обжаренным рисом. У таких чаев вкус насыщенный, немного с дымкой. Седьмое – это японская одежда. У нее великолепное соотношение качества и цены. Думаю, многие знают Uniqlo, но это не единственный японский хороший бренд. Также есть GU, это дочерний бренд Uniqlo, который дословно переводится как «свобода» с японского языка, и там можно найти более молодежные силуэты за еще более доступные цены. В Японии популярны сейчас вот такие платочки носить, это считается модным, и это называют на японском языке «бабушка». Видимо, пришло от наших бабушек. Также есть еще один дочерний бренд Uniqlo под названием Plaste, и он немного дороже, но и качество выше. Изуми огромный фанат, и он просто с ног до головы обычно одет в одежду от Plaste. Maison Special – это еще один японский бренд со стильной и качественной одеждой и уникальными силуэтами, а также United Tokyo, мой любимый, допустим, эту кофту я ношу в вечность, настолько качество хорошее, и в отличие от всех остальных брендов, что я назвала, United Tokyo производит в Японии из местно сделанной ткани, поэтому у них даже на бирках нарисованы префектуры, где была сделана ткань для каждой вещи. Восьмая категория – это японская посуда для готовки. В Японии производят ножи лучшего качества, традиционные сковородки из бронзы, чугунные чайники и так далее. В Токио даже есть огромный квартал под названием Каппабаши, специализированный на магазинах с кухонными товарами. Поэтому, если вы любите готовить и вкусно поесть, там можно весь день провести. Я не преувеличиваю, в этом районе реально сплошные магазины с кухонными приспособлениями, где можно найти как обычные кухонные приборы за доступные цены, так и высококачественные вещи в единичном экземпляре. Этот район также знаменит магазинами с реалистичной пластиковой едой, которую японские рестораны используют в качестве дисплея. Да, это не настоящая еда, это все обман. Здесь даже можно такую еду самому изготовить, как сувенир.
9. Амулеты и обереги. В Японии есть тысячи буддийских и синтоистских храмов, где продают амулеты, и у каждого амулета есть свое действие. Например, улучшение здоровья, денежная удача, защита от плохих духов и так далее. Даже есть храмы, которые специализируются на одной какой-то вещи, например, найти свою вторую половинку или без проблем забеременеть и родить, и там же продаются соответствующие обереги, поэтому смотрите, что вы покупаете. Здесь вот такой небольшой магазинчик без продавцов, где можно вот так вот выбрать себе какой-нибудь маленький подарочек с собой или предсказание будущего, или вот такие вот амулеты, обереги. И они, смотрите, они лежат абсолютно без ничего. Это так по-японски. Каждая стоит 1000 йен, недешево. Выбирайте, какой вам понравился, и сюда вот денежку кидаете. Считается, что внутри амулета живет бог удачи, поэтому его нельзя развязывать, чтобы удача не убежала. И японцы часто носят амулеты в кошельке или привязывают к сумке. Верят ли японцы, что это работает? Скорее нет, зависит, наверное, от человека, но это лучше, чем ничего не загадывать, и выглядит мило. 10. Локальное ремесло. Становится очень грустно, когда покупают брелки массового производства, когда в Японии почти у каждого города есть свое локальное ремесло, которое передавалось из поколения в поколение. Например, в городе Беппу изготавливают разнообразные изделия из местного бамбука, город Арита знаменит своей красочной посудой Аритаяки, а Токио изделиями из стекла с вырезанным узором под названием Эдо Кирико. Когда составляете маршрут по Японии, можно заранее посмотреть, чем каждый город знаменит, чтобы было понятнее, что искать, так и путешествовать интереснее и разница городов понятнее. Кстати, я помогаю составлять маршруты по Японии, поэтому кому интересно, ссылка на консультацию есть в описании этого видео. И также, если вы хотите купить японскую косметику или вкусняшки, советую сайт Melon Panda. Всем спасибо за просмотр, увидимся еще, всем пока!